Бывает, ты просто молчишь, и этим говоришь больше, чем сотней слов. Молчишь, и человек вдруг чувствует, что перегнул. Молчишь, и в комнате становится тише. И кажется, будто ты держишь в руках весь разговор. Просто одним своим присутствием. Это не магия, это не игра, это сила, которая приходит не из агрессии, а из внутренней тишины. Меня зовут Джалал, это канал про харизму, и сегодня мы говорим про тишину, а именно молчание, не как слабость, а как инструмент зрелости, влияния и харизмы. Ты замечал, как часто нас учат говорить? Как держать речь, как вести переговоры, но почти никто не говорит о том, как важно уметь молчать. Молчание – это не пустота. Молчание – это пространство, в которое другие начинают вслушиваться. Но главное, оно может быть твоим выбором. А вот когда ты молчишь не потому, что боишься, а потому, что уже понял все, что нужно. Когда в тебе появляется та самая сила, которую люди чувствуют и запоминают. Я хочу, чтобы ты запомнил одну вещь. Иногда самый сильный ответ – это тишина. Когда человек пытается тебя задеть, уколоть, вывести в спор, он ждет твоей реакции, он ждет, что ты начнешь оправдываться, спорить, раздражаться, а ты просто смотришь, молчишь, ждешь и тем самым портишь весь его сценарий, который он так усердно пытается пропихнуть. Как будто ты говоришь: «Я слышу тебя, но я не обязан играть в твою игру». Вот где начинается настоящая харизма. В молчании есть еще одна глубина. Это сигнал самому себе. Когда ты не спешишь ответить, ты показываешь себе, что ты сам управляешь собой, что ты не раб эмоций, что ты выбираешь, когда и что говорить. И в этот момент ты переходишь из позиции реакция в позицию опора. А с опорой приходит и уважение, и сила, и влияние. Сейчас я дам тебе несколько ситуаций и покажу, как в них работает молчание. Если ты хочешь научиться этому по-настоящему, не на словах, я провожу личные консультации. Один на один. Мы разбираем голос, харизму, твое состояние. Ты научишься говорить, а еще молчать так, чтобы тебя ощущали окружающие. Ссылка на Телеграм первая в описании, а также здесь на экране. Кстати, в телеге много полезной инфы, чек-листы и так далее. Там просто напиши мне и оставь заявку на консультацию. Итак, разбираем ситуации. Ты на встрече, кто-то язвит, проверяет, давит. Ты можешь как возразить, так и просто посмотреть, сделать паузу, не суетиться, и вся группа начинает чувствовать, этот парень уверен в себе, его не пробить. Ты в споре. Идет накал. Вместо того, чтобы начать перекрикиваться, ты замолкаешь, и все внимание смещается. Люди перестают слушать крик. Люди начинают слушать твою паузу. Третья ситуация. Ты с близким человеком. Он на эмоциях. И вместо того, чтобы защищаться или как-то атаковать его, ты просто дышишь, смотришь, остаешься и этим показываешь, ты здесь взрослый, ты умеешь выдержать, ты контролируешь ситуацию. Или вот такая ситуация. Ты в компании, кто-то попытался пошутить за твой счет, ждет реакции, смеха, возражений, возможно какой-то ответ, а ты молча смотришь, не обижаешься, просто не играешь в это. И становится неловко уже не тебе, а ему, потому что ты не дал хода его провокации. Другой пример. Рабочая переписка. Кто-то пишет тебе с наездом, обвинением, на эмоциях. Ты читаешь и не отвечаешь сразу. Откладываешь. Потом уже спокойно, через часа два, на следующий день, без лишнего. И этим ты возвращаешь разговор в нужное русло, уже на холодную голову. Его холодную голову, ведь твоя не нагревалась. Потому что твоя тишина обесценила его вспышку. Сильные люди молчат не потому, что им нечего сказать, а потому что они не обязаны
говорить всегда. И тут важно, молчание– это не уход, это форма присутствия. Это когда ты настолько есть, что тебе не нужно доказывать, что ты тут есть. Вот оно, присутствие. Вот это и есть внутренняя тишина. Не пустота, а глубина. Ты не обязан реагировать, ты не обязан объяснять, ты не обязан тем более спорить. Но ты всегда можешь выбрать быть, присутствовать, смотреть, молчать и тем самым влиять. Но помни, самый весомый голос– это тот, кто умеет молчать. Тихо, но сильно. Потому что за этой тишиной стоит опора, уверенность. И если ты готов ее искать, то ты увидишь, что она в сердце. Она в том, на что ты по-настоящему опираешься внутри. Когда человек по-настоящему верит, он может молчать спокойно. Не потому, что он слаб, а потому, что он знает, что его сила не в том, чтобы доказать, а в том, чтобы ясно видеть ситуацию. И именно вера дает эту тишину, спокойствие, которое не зависит от обстоятельств. Это и есть зрелость, это и есть глубина, это и есть настоящая харизма, выросшая из внутреннего мира, а не из внешней маски. Если ты хочешь, чтобы это видео дальше продвигалось и их становилось больше, поставь лайк, подпишись, отправь другу, если ты хочешь поучаствовать в распространении благого. Ассаляму алейкум. Телеграм в описании.